Ну, вот так выглядит очень хороший сорт винограда, подходящий для выращивания в средней полосе. Это сорт Вардова. Для выращивания винограда, конечно, вам, естественно, потребуется шпалера. Обработка винограда проводится... Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости, подписчики моего канала, любители выращивания винограда. Я нахожусь в Московской области, и в этом видео я вам дам несколько полезных советов из своего опыта, из своей практики выращивания винограда в условиях Московской области, вот на наших широтах, в средней полосе. И начну я, пожалуй, прежде всего с основной проблемой, с которой сталкиваются начинающие виноградари, кто только недавно решил посадить на своем участке в средней полосе, в том числе в условиях Московской области, прилежащих к ней областей, виноград. И вот часто у новичков, я часто это слышу, такое разочарование некоторое от винограда. Почему так происходит? Дело в том, что очень часто, посмотрев какие-то видео на ютубе, в других соцсетях, садоводы, которые решили стать виноградарями, видя вот эти красивые грозди, килограмм и выше, огромные грозди красивых южных ягод, которые говорят, что можно вырастить в наших широтах, заказывают саженцы в южных регионах, допустим, в Крыму, либо в Волгоградской области, вот тех самых виноградных регионах, на Кубани, где эти растения, виноград, чувствуют себя совершенно в других условиях, и сорта там, гибридные формы прекрасно растут, самые современные, которые любят тепло, солнце, мало влаги, сухой воздух, вот это то, что любит виноград. Заказав там за достаточно, так скажем, по высоким ценам современные гибридные формы, сорта винограда и посадив их на своем участке, в итоге не получают того удовольствия, которое могли бы получить, посадив сорта, которые адаптированы к нашим условиям, к условиям средней полосы. Растения не вызревает лоза, не созревают ягоды. Даже вроде бы все при правильной обрезке, при укрытии на зиму. Не получается вырастить южный виноград в открытом грунте. И желание выращивать виноград, конечно, пропадает. Начните свой путь виноградаря с выбора правильных сортов. Опять же, я говорю, если вы находитесь в средней полосе, в таком климате неустойчивом, который не совсем подходит для винограда, точнее, не для всех сортов подходит. Есть прекрасные сорта, которые хорошо у нас растут, хорошо зимуют, плодоносят, начиная от середины августа. То есть очень ранние, ультраранние сорта, такие, допустим, как Йодупи, сорт, который в моих условиях у меня созревает уже примерно 15 августа, даже в холодный, в дождливый год. Прекрасные сорта, прекрасный сорт, точнее, который вы сейчас видите, возле которого я специально сел, чтобы вам показать его, это сорт Зилга. Необычайно подходящий сорт, идеально, я бы сказал, подходящий сорт для Московской области. Хорошие, достаточно крупные, красивые грозди. Сорт универсальный, можно использовать его как на вино, так и для приготовления компота, варенья. Вкусовые качества у него достаточно высокие, конечно, гроздь у него не очень крупная. Это универсальный сорт винограда. Начните с таких сортов. Прекрасный сорт белого винограда, который я вам сейчас покажу, сорт Вардова, также идеально подойдет для наших условий, будет хорошо созревать, чуть попозже, конечно, чем Зилга, но из него вы сможете сделать, к примеру, белое вино. Прежде чем начать выращивать виноград, соберите информацию, посоветуйтесь с виноградарями, найдите контакты виноградарей, которые занимаются этим в вашем регионе. Потому что регионы более северные, в Ленинградской области выращивают виноград успешно, также в открытом грунте.
Посмотрите, соберите информацию, посадите правильные сорта для начала. Это будет практически, процентов 70 вашего успеха. Вам это будет приносить радость, вы будете получать удовлетворение от выращивания винограда. Даже если вы совершите какие-то ошибки в обрезке, в каком-то уходе, эти сорта прекрасно сопротивляются к болезням, которыми очень часто болеют современные гибридные формы винограда, которые нужно периодически раз в 2 недели обрабатывать фунгицидами от болезней, то есть составлять целые планы по обработке, по подкормке, по защите, в том числе от вредителей. Вот эти сорта простые, они могут даже обойтись полностью без обработок. Да, они будут прибаливать, будут на них появляться какие-то болячки, но они все равно дадут вам урожай, все равно вы сможете почувствовать вкус собственного винограда, выращенного своими руками. Кроме этого, есть прекрасные американские сорта винограда, так называемые сидлисы, о которых я также неоднократно снимал, показывал свои видео. Посмотрите информацию по таким сортам. Называются они Somerset Seedless, Reliance Pink Seedless, NZ Seedless. Вот прекрасные бессемянные сорта, из которых можно делать даже варенье. Варенье можно делать, как вы знаете, как вот с косточками винограда использовать. Также можно, еще лучший вариант варенья будет без косточек. Это вообще идеал, варенье необыкновенное. Посадите вот эти сорта, они доступны, есть черенки, есть саженцы, все можно найти. Я вас уверяю, если постараться и собрать вот информацию. Сейчас я изменю вид камеры и дам вам еще несколько советов, если уж вы начнете выращивать виноград, несколько советов по агротехнике выращивания винограда в условиях Московской области. Для выращивания винограда, конечно, вам, естественно, потребуется шпалера. Шпалера представляет из себя 2 столба и ряд проволок, натянутых примерно через 40 сантиметров между собой. Вот смотрите, сорт Зилга. Сейчас уже заканчивается август, начинается сентябрь. Побеги уже сильно отросли, и первая рекомендация, это будет связано с укорачиванием верхушек, с так называемой чеканкой. Ее можно проводить уже с августа месяца, то есть берутся и укорачиваются, вот это уже у меня пасынок, укорачиваются побеги, оставляется один пасынок, который дает потом побег. Вот смотрите, сейчас я вам покажу, вот укорочена верхушка, и вот пошел пасынок. В общем, формируем виноград так, чтобы он не загущался. Те пасынки, которые у нас отрастают сбоку, прищипываем примерно, оставляя 2-3 листа, просто укорачиваем их, прищипываем верхушку и таким образом останавливаем рост. Не допускаем загущения винограда. Это нужно для того, чтобы, конечно, растение хорошо проветривалось, не представляло собой вьюнок, а все-таки имело вид культурного растения. Следующая рекомендация – это удаление листьев, нижних листьев и осветление гроздей. Делается это в основном в условиях средних широт. На юге это мероприятие не применяют, так как солнце может обжигать ягоды, а у нас солнца не так много, не такое оно жгучее, поэтому нужно осветлять гроздь. Удаляются нижние листья, дается доступ света, ультрафиолета и свежего воздуха к гроздям. Это ускоряет созревание, ягоды становятся более сладкие, накопление сахаров происходит, поэтому вот такая операция удаления нижних листьев, от лозы примерно на высоту около 40 сантиметров. Вот как вы видите, у меня нижние листья удалены. Очень важная тема выращивания винограда – это защита от болезней. У нас чаще всего вот в моих условиях это аидиум, мильдью, это мучнистая роса, если на русский язык перевести. Заболевание, которое поражает как листья винограда, так и гроздья. Очень неприятная, должен сказать, штука, особенно для сортов и гибридных форм, которые подвержены и неустойчивы к этому заболеванию. Вот опять же Зилга имеет такой
плюс, что высокая устойчивость к этим болезням. Она, конечно, требует профилактической обработки. Я делаю ее обязательно ранней весной, потом после завязывания ягод, осенью делаю. Ну и по состоянию, смотрю по состоянию еще, делаю ее вот в этот период, когда вот немного осталось до полного созревания, конец августа, начало сентября. Но так как сильные химические препараты применять уже нельзя, чтобы просто не принести вред организму, сами понимаете, все это вредно, вся эта химия. Но бывает так, что нужны обработки, чтобы сохранить все-таки ягоду. Для этого я использую вот такой препарат. Сейчас я вам покажу, это ни в коем случае не реклама. Я показываю вам то, что я применяю, то, что я не боюсь применять. Это препарат Thiavit Jet. В составе его обычная коллоидная сера, хорошо очень растворяется в воде и отлично работает по винограду для защиты от болезней. Срок выхода практически там очень маленький, несколько дней, и можно уже кушать ягоду, собирать урожай. То есть препарат абсолютно, ну почти, так скажем, безопасен. Он также безопасен и для пчел. Есть у него, конечно, некоторые минусы. Он быстро смывается дождем, быстро выветривается, но тем не менее, если вы чувствуете, что ваш виноградник приболел и надо чем-то его срочно обработать, достаточно безопасно, можете применить вот этот препарат. Либо другой препарат, который вы считаете нужным, который вам посоветуют специалисты, либо продавцы в садовом магазине. Скажу несколько слов о подкормке. Вот в этот период, когда виноград уже почти созрел, он набирает сахар, использовать азотные подкормки уже не надо, которые мы применяем в начале роста. Сейчас нам надо, чтобы растения, грозди, соответственно, накопили как можно больше сахара, лозы вызрели, одревеснели, чтобы они лучше перезимовали. Самый оптимальный вариант подкормки – это будут, конечно, фосфорно-калийные удобрения. Подкормить виноград эффективнее всего сейчас по листу методом опрыскивания. Я использую вот такое удобрение, монокалий фосфат. Развожу в воде, растворяю 2 столовых ложки с горкой на 10 литров и опрыскиваю по листу. Такой же концентрации можно подкормить и внести в почву методом полива, также растворив в 10 литрах воды, можно виноград полить. Хуже не будет, но вот подкормка по листу в данный период будет более эффективной. Растение быстрее впитает калий и фосфор, который содержится в данном удобрении. Это то, что сейчас нужно растению, чтобы быстрее созрел, был более сладким и лучше перезимовал. Все это легко, очень и быстро делается. Ну, конечно, зависит от количества винограда, который растет на вашем участке, потому что очень часто так бывает, что посадив один кустик винограда, и если все получается, то мы обязательно посадим и второй кустик, и третий, четвертый, пятый, и 10. Такое бывает сплошь и рядом. Обработка винограда проводится в пасмурную, естественно, без дождя погоду, желательно безветренную, либо в вечернее время перед заходом солнца. Направление опрыскивания желательно проводить снизу вверх, вот таким способом. Надеюсь, что данное видео было вам интересно и полезно. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. Также в комментариях вы можете поделиться вашим опытом выращивания винограда в ваших условиях. Обязательно загляните в описание ниже под роликом. Там бывает очень часто полезная информация. Всем большое спасибо за просмотр. Хороших вам урожаев!